Всем привет! Настало время озвучить итоги года и ознакомиться с моим рейтингом, который я назвал «Крепкач года 2021», в который вошло 37 бутылок. Это рейтинг, основанный как на моих оценках, так и на стоимости бутылки в магазине. Это своего рода сочетание цена и качества. При этом, если качество начинает расти, то цена начинает нивелировать и играть меньшую роль. Я предпочтение отдаю, конечно же, больше качеству. В этом бокале находится напиток, который мне понравился больше всего из тех бутылок, которые я приобрел в этом году. Однако, забегая вперед, скажу, что этот напиток не вошел в рейтинг Крепкач года. Однако обо всем поподробнее давайте переместимся в мою студию и изучим мой рейтинг. Поехали! Итак, способ подсчета рейтинга. В рейтинг могут войти напитки, которые содержат не менее 35% крепости по объему. Напиток должен содержать обязательно натуральное сырье. В своей основе это растительное сырье, злаки, фрукты, овощи. Напиток должен быть исключительно дистиллирован и должен быть обязательно выдержан в любом типе бочек. Напиток не должен содержать ректификат или дистиллят ректификата. Напиток должен продаваться в любом магазине в России на год проведения номинации. Напиток должен иметь стоимость не более 10 тысяч рублей за 0,7. Если объем бутылки больше или меньше, то производится пересчет рейтинга, точнее стоимости на 0,7. Один и тот же крепкач может попасть в рейтинг на следующий год в исключительных случаях. И с помощью вот такой вот формулы я определял количественный рейтинг цена-качество моего напитка. Итак, приступаем к моему рейтингу. Худшим крепышом года 2021 стал бренди Ararat Single Cask 12 лет, который потеснил два виски. Это виски Caol Ila Distillers Edition и виски Loch Lomond 17 лет. Подвела этот бренди как высокая цена в 8500 рублей, так и низкие показатели по вкусу ароматики, бедный вкусоароматический профиль, а также насыщен спиртами и довольно спиртозный. Хочу сказать, что в этот рейтинг вошло более 50% виски. Я постараюсь исправиться в следующем году и больше пробовать коньяки, бренди, ромы и другие дистилляты, хотя я считаю, что виски является по праву королем выдержанных дистиллятов. В верхней половине этого рейтинга мне хотелось бы отдельно отметить бутылку. Это коньяк Ade Fussigny Selection, который можно было купить в этом году в ароматном мире за 1400 рублей за 0,7. Я хотел бы выделить эту бутылку, потому что цена довольно низкая, а качество довольно приятное. Итак, лидеры. Четвертое место. Коньяк Баш Габриэльсен American Oak. Коньяк с необычным носом, а также с необычной концепцией по выдержке. 3,5 года спирты провели в лимузенских бочках, а затем финишировались неизвестно какое время в девственных американских бочках. Казалось бы, обычный проходной коктейльный коньяк, но пленил он меня необычным носом, легким, насыщенным скорлупой грецкого ореха и выпечкой, которая постепенно развивается и переходит в необычных для коньяков аромат ананаса и обычный для коньяков аромат курдючного жира. Как можно догадаться, в контексте мой рейтинг это не только рейтинг крепышей, но и рейтинг импортеров. И четвертое место вместе с коньяком Баш Габриэльсен занимает Маруся Beverages Rus, которая владеет винокурней и поставляет этот коньяк на российский рынок. Итак, переходим к тройке победителей. Третье место в моем рейтинге виски Kilkerran, 12-летний, официалка от винокурни Glengayle, интересный виски с интересным ароматом барбариса, красных ягод и отголосками тропических фруктов, первыми ласточками, говорящих нам о том, что этот виски выдерживался в бурбоновых бочках, и при этом спирты наверняка здесь старше, чем 12 лет. Сладковато-цветочный вкус с горьковато-черносливовыми нотами с дымно-древесным обрамлением.
Настоящий бедолага, который продержался в моем рейтинге до середины октября на первом месте, но судьба внесла свои коррективы и сместила его на третью строчку. Импортер бронзового медалиста ООО ЦДА «Сомелье», которая известна многим москвичам по сети магазинов «Отдохни», которые пришли к нам из Нижегородского региона. И этот импортер взрывал последние 2-3 года российский рынок своими недорогими ценами, масштабной линейкой Гленеллахи и множеством интересных релизов с полуострова Кинтайр. Одна 8-ка Килкерн чего стоила, жалко, что она не попала в рейтинг, но «Отдохни» справляются и цены потихонечку задирают, и ситуация на рынке успокаивается. Второе место. Какой же рейтинг обойдется без релизов от винокурни Bruichladdich? И второе место в моем рейтинге занимает Bruichladdich Islay Barley 2011. Аромат копченой рыбы, солода, спертых трав, листвы и кислых ягод. Вкус наполнен сладостью цветочного нектара и апельсинами, машинного масла и окалины, цукатами и сырым тестом. А травянисто-цитрусовое послевкусие никого не оставит равнодушным. Я поставил этому виски 87 баллов, 50% крепости, не фильтрован морозом, не подкрашен, импортер ЗАО Rust Inc. СПБ. Первое место моего рейтинга занимает тоже скотч. И это Single Malt, и это NAS. Первое место занимает NAS. Это виски от винокурни Таберморе. И это виски бутылочка под названием Летчик или Лачейк Риоха Каск Финиш. Виски выдержаны в бочках из-под бурбона. Далее финишированная в бочках из-под вина Риоха, испанского вина Риоха. Натуральный цвет, причем какой красивый, красноватый. Отсутствие холодной фильтрации, 46,3 объемных доли спирта. Все эти плюшки плюс сигнатурная вкуса ароматика. В аромате сигары, табачный лист, табак, выдержанный сыр с плесенью, носочки. Все то же самое переходит во вкус, плюс добавляются красные ягоды, сладость. И длинное-длинное бесконечное табачное послевкусие, такое, как будто бы ты проснулся с утра после выкуренной вчера вечером сигареты и не почистил зубы. Привез нам эту красоту импортер Simple, которого весь год крыли, но почему-то в октябре Simple сделал скидку и продал нам эту бутылку за 3890 рублей. Мои 87 баллов плюс цена обеспечила безоговорочную победу этого товарища в моем рейтинге. Поздравляем импортера и винокурню Таберморе с заслуженной победой. Как вам мой рейтинг? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Также вы можете дать свои предложения о том крепкаче, который вы бы хотели увидеть в рейтинге на следующем году. Мне будет интересно. Также этот рейтинг ведется в ЖЖ. Подписывайтесь, если интересно. А теперь расскажу о безусловном победителе моего маленького личного рейтинга. Это приз зрительских симпатий, если хотите. Это неожиданно, наверное, для всех. Бутылочка Динстон 12-летняя, причем в старом кузове. Этот виски не стал участвовать в общем конкурсе. Во-первых, потому что его сложно достать на полках в магазинах сегодня. Это 13-15 год, по-моему, в данном случае это бутылка 15 года. А во-вторых, этот виски, это инопланетянин на полках в магазинах. Это такой своего рода Месси в футболе. Аромат плотный, насыщенный, маслянистый, характерная фактура гвоздики, о которой я говорил в выпуске Динстон Virgin Oak. Изюм, курага, чернослив, хересные ноты. Это наверняка купаж бурбоновых и хересных бочек. Фруктовый. Вкус мощный, насыщенный, яркий, древесный, фруктовый, гвоздика, маслянистый. Тут есть все. Те же хересные тона, длиннющее послевкусие. Возьмите эту бутылочку, если увидите. Сегодня она стоит в районе 6-7 тысяч, если я не ошибаюсь. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел этот выпуск до конца. Спасибо всем, кто был в этом году со мной. И спасибо тем, кто еще не присоединился, но планирует это сделать.
Поздравляю вас с наступающим, а может быть уже с наступившим Новым годом. Желаю вам того, чтобы все ваши мечты сбывались, все ваши задуманные планы сбывались в следующем году или уже в наступившем. Итак, не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока!